Всем привет! Мы сегодня начинаем проходить игру с названием Scorn. Значит, игра у нас очень необычная. Это скорее бродилка с элементами головоломки, немного survival horror, немного шутер. В общем, довольно-таки интересный проект, интересно нарисован, необычно сделан, явно не как все игры. Давайте посмотрим, что это такое. Новая игра. Перезаписать. Тут я запускал, потестить. Ладно. В игре нет ни сюжета, ну какой-то может быть сюжет и есть, ни повествования никакого, ни записок, допустим, ничего вообще. Но она, кстати, короткая. Это типа два времени, что ли, одновременно. То какую-то пустыню показывает. То вроде как корабль какой-то. Ладно. Персонаж упал, допустим. И отключился. Что ж, бывает. Какие у него жилистые руки. Так, ну вот, поехали. Ясно, дверь не работает. Это все очень похоже на корабль чужих. Так, а как тут? Можно спуститься? Нет, не вариант. Что-то бежал по коридорам и вышел в какое-то помещение. Ясно, это у них такие замки, я так полагаю. Сколько тут? 6 кнопочек каких-то. Ладно, давай подойдем туда. Угу. Какие-то сиденья. Ладно, вниз. Это трубы или что? Ну да, вроде. Такое ощущение, что какие-то вот как будто чужих корабль как бы был встроен в какие-то эти катакомбы, что ли. Ладно, полезли. Я могу свои ноги посмотреть. Я так понимаю, у него что, кожи нету, что ли? Угу, туда не пройти никак. Не работает, да? Это, видимо, какой-то пульт управления. Ну-ка, там. Ну, тут тоже ничего нет. Я не думаю, что тут какой-то есть вообще лут. Что-то собирать тут надо. Это вряд ли.
Это ключ, да, походу какой-то? Ножом это вряд ли назвать. Можно. Мне вот мама говорила, не пихай руки куда попало. Так. Делает все автоматически. Есть направление использовать, да? Сначала вот это открываем, потом вот это. Странно, но это работает. Ну все, пошли. О, тут еще надо было вовремя пробежать, да? Угу. А я на эту штуку смотрел сверху, получается. Я понял. Не знаю, давай сюда пройдем. Тоже пульт какой-то. Ну, давай запихаем. Значит, эта рука должна, видимо, что-то взять и куда-то перетащить. Так. Ладно, давай сюда пройдем. Ну-ка, с этой стороны. Угу, не работает. Там вот я какую-то штуку видел. Ну ладно, давай сначала вперед сходим. Максимально ничего не понятно. Угу. Это пила. Она, видимо, что-то должна распиливать, да? В общем, это как центральный коридор. Я должен понять, что вообще тут в целом делать. Тут много чего можно, видимо, сделать, куда-то что-то перетащить, но у меня вообще ничего нет. Ни одного предмета. Ладно. Угу. Пойдем, наверное, назад. Как туда вернуться, я вообще без понятия. Вот этот первый коридор. Зашел я, получается, вот сюда. Там был какой-то подъемник или что-то такое. Ну да, точно, лифт. Так, проход. Тут тупик. Ну-ка, с другой стороны, я пока туда заходить не буду. Мы тут осмотримся. Ну, видимо, мне туда тоже нельзя, да, пройти? Угу. Тут еще какой-то проход. А, и все, и кнопочки. Ну-ка, давай попробуем. Может быть, не все. Да, ни одна кнопка не работает. Это, видимо, что-то надо взять. Какой-то ключ. Это, видимо, какая-то... Танки. Танки местные. Так, откуда я пришел вообще? Тут довольно-таки все одинаковое.
Как и смотрится прикольно, но одинаково. Коридоры очень друг на друга похожи. Где-то проход был. Вот он. Итак. Вот еще один пульт. Тут почему-то их два. Куда попало? Руки пихает, потом начинает жаловаться. Так. Эта клешня у нас берет... Берет что-то, видимо, да? Берет что-то и куда-то складывает. Угу. Вправо никак, вверх. Угу. Это у нас пятнашки. Блин, ненавижу пятнашки. Ну давай, допустим. Чем у нас вот эти вот все? Вот я вижу только две штуки, которые у нас светятся с огоньками. Давай вот эту возьмем. Она одна, да? Допустим. Все. Вышел. Угу. Значит, клешня одну штуку забрала. И она упала вниз. Значит, на лифте надо будет спуститься и ее подобрать, видимо, как-то. Может быть, из нее что-то выпало, не знаю. Но по логике вещей надо двигать вторую штуку с огоньками. Допустим. Так, а мне вот ее никогда не взять. Вот только так и так, да? Но мне надо ее как-то в другую сторону перемещать. Допустим. По идее, мне вот это мешает. И все. Что-то грохнуло. Но вряд ли что-то тут изменилось пока что. Я сейчас просто... Особо непонятно, что делать. Ну, как бы понятно, то, что они двигаются. Но я, как правило, пятнашки решаю просто случайно.
Так, а что? У нас вот это вот, давай попробуем мы вернуть обратно. Это возвращаем. Так, тогда это не дает. Так, если это мы перемещаем, допустим, раз, два, три, вот так, наверх. Это до этой никак. Короче, я тут надолго, походу. Когда-то она с шумом опускается, а когда-то нет. Так а что мне это тогда дает? Блин, в самом начале игры просто такая жесть вообще уже. Подстава просто. Так, ну-ка давай вот это попробуем наверх. Подожди. Есть одна идея. Чик. Вот это вот мы перемещаем наверх. Ничего это не дает. Вот жалко, что я вот сюда, в середину, не могу его двинуть. Какие-то не очень понятные пятнашки. Так, если мы вот это возьмем, подвинем наверх. И это тоже наверх. И это самый низ. Что это даст? Да ровным счетом ни хрена это не даст. Ну и что толку? Я их всех сдвинул просто и все. Это сюда. Ну, допустим. А, брат, с этими пятнашками вообще жопа какая-то. Я помню как-то в этом Silent Hill 5-м Homecoming, который как засел часа на 2 и все, и с концами просто. Ну-ка, это попробуем вот сюда. И это вниз, эту
Допустим, так. Блин, тогда она мне вообще не дает сдвинуть. Что-то я как-то из пустого в порожнее просто перемещаю их. Бля, ну разработчики молодцы, конечно, просто в начале игры такую подставу сделать вообще. Лютая жесть. Так. Как-то теперь вот эти надо две вытащить. Ну-ка, что если мы вот это вот все, весь этот ряд сместим вот сюда и продвинем вот эту штуку до упора. Ну, допустим, так. Это вниз пошло. Это сюда. Теперь она этой штуки не дает вылезти. Это, допустим, нет. Бля, ни одной ячейки не хватает. Вот как быть, допустим, если вот ты вообще не умеешь пятнашки решать? То есть все, тебе закрывать игру, до свидания, типа ничего не выйдет. Либо будешь крутить их тут до посинения просто. Так, а наверх вот это, да. Прям вот. Вот одной ячейки. Вот прям вот здесь не хватает. Вот прям тут. Вот тут. Вот в этой точке. Тогда бы все получилось. А так... Ну, то уроды, а. Но тут-то толку, да, никакого. Так. Это... Ну да, да. Мне ровным счетом вообще ничего не дает. Так, давай перемещать тогда это сюда. Да, ты тут очень ограничен в ходах. Реально с первых минут игры у тебя мозг закипает просто и все. Так, а что если мы одну из
вот этих вот вещей переместим вот сюда. Это мы отправляем вниз. Потом мы вот это двигаем до упора. Теперь... Теперь вот эту нижнюю надо тащить вот сюда до конца. Потом вот эту мы перемещаем вниз. А это двигаем вот сюда и нет. А, подожди. Или да. Почти. Или не почти. По-моему, я шило на мыло поменял просто и все. Наш как так всегда. Вроде сначала правильно, а потом понимаешь, что ты делаешь какую-то дичь. Так, ну-ка. Сюда. Все, наконец-то. Я практически случайно это сделал. Да. Надеюсь, таких загадок больше не будет. Ненавижу реально пятнашки. Так, окей. Мы какие-то две капсулы. Там мужик вообще сидит. Мы какие-то две капсулы скинули вниз. Одна причем упала и разбилась, а другая вот прям с мужиком поехала аккуратно на лифте. Окей. Пойдем мужчину искать. Вспомнить бы теперь, где лифт этот. Но я его только так визуально увижу. Да, вот он. Че, кто-нибудь подбегает лифт, придержите. Вам на какой этаж? Третий или второй? Где эта штука вообще находилась? Пойдем, наверное, в центральный зал. Вроде расстояние от пульта до этой, ну, до этих ячеек было большое. Да, вот. Значит, это падало, получается, все вот эти коконы оба. Кто-то там курлыкает. Я иду. Где-то тут одно яйцо упало. Бля, если оно вот сюда в дырку упало. А вдруг? Звук пропал, кстати. Ладно, пойдем по звуку хотя бы ориентироваться. Где он орёт-то? Мужчина? А, вон он где. А как его? Ну, давай вот этот сюда подойдем. Оп. Забрали. Отлично. Ну, в смысле, пиздец. Эй, куда ты его вниз-то попёрла?
Ну-ка, забирай его. Так. Вот, еще ниже. Хорошо. Угу. Она опустилась. Ну, как-то надо оттуда вытащить. Да не ори-то, сейчас приду. Как тебя скрючило. А где ж второе это яйцо тогда? Вот она либо сюда куда-то упала. Хотя нет, подожди. Оно если падало, то только получается с правой стороны. Вот где-то тут оно падало. Надеюсь, я ничего не пропустил. Как его оттуда выковырять-то теперь? Подожди, а если к пульту подойти и еще ниже его опустить? Кстати, сюда можно подниматься. И чего? А, это рельсы, что ли? Закольцевал, допустим. Да, такая игра, просто ты... Процентов на 20, наверное, понимаешь, что ты делаешь. Есть мужик. Вот рельсы. Как-то это работает вообще? По идее, ему надо тележку под этот кокон подвинуть. Но это не работает. Так, давай еще раз попробуем ниже эту штуку опустить. Она все равно вверх полезла. Ни вправо, ни влево, она только вверх и вниз. О! Я что-то нажал и заработал. Слушай, нужно определиться, где вот эта пила, наверное, да? Нужно выставить рельсы так, чтобы он проехался к пиле туда. Ну, только где она? А может, его сюда надо? Это не точно. Угу. Два варианта. Либо сюда его тащить, либо к пиле. Я не знаю, какой вернее это. Где пила это вообще? Вот мужик. По рельсам просто пройду. Блин, да его тут в каждый отсек можно затащить. Просто какой-то дольше тащить его, какой-то нет. Что вообще? Мозг может лопнуть. Ладно, давай его куда-нибудь хотя бы его потащим.
Поедем, красотка, кататься. Может, сюда его? Стоять. Ну, давай, где тут пульт? Пультик Эленберг. Сейчас мы посмотрим, что с ним произойдет. Вот здесь, допустим. Ругается. Беги, говорит, дальше меня, походу. Ладно, тут с ним ничего не произошло, он не вылез оттуда. А если это надо несколько раз сделать? Стой, мужчина, подождите. Это не ваша остановка. Здесь вообще тупик. Ладно, поехали дальше. Не знаю, давай хоть где-нибудь его состыкуем с чем-нибудь. Будем все пробовать. Просто вот куда едет, туда едет. Будет обидно, если придется его назад тащить. Все, приехали. Вылезайте. Вот еще какой-то пульт. Что он делает? Ага, видимо, достает его как-то. Оп. А ну, пойдем. Вжух его. Прокатили. Как на аттракционах. Эй, да не туда. В другую сторону. Прям давай до самого конца. Ручки тянет какой. Молодец. Так, ну допустим. Угу. Его надо пробовать как-то сюда усадить. Если я вообще этим нужным чем-то занимаюсь. Во. Сейчас мы его, наверное, как-то оттуда выковырим вот этой лопаткой. Давай попробуем. А можно распилить его. И какая разница? Думаю, он будет не очень доволен. Если он живой вообще. Все. Я его выкинул. От него рука осталась. Ты как там, старина, живой? Думаю, что нет. А второй руки не осталось? Не, ну а вдруг? Я честно подошел, посмотрел. Ладно, тогда рука у его у меня. О! Здесь две мои, а тут, наверное, его одна. Вот. А нет. Слушай, а где я ключ этот взял? Тут он где-то, по-моему, неподалеку был. Блин, пошли теперь ключ искать в одинаковых коридорах. Так. А вот тут пила. Вот сюда надо было его тащить, наверное. Но это не факт. Надеюсь, игру не придется рестарт делать. Надеюсь. А то вот очень не хочется с пятнашками этими опять возиться 2000 лет. А где этот?
Она может быть... Блин, я не помню, где ключ брал. Может, где-то здесь вообще. Нет, отсюда я его выковырил. Теперь попробую найти вообще, где этот ключ мог бы быть. Вот отсюда я пришел. Ключа там нету. Ну и мне не открыть эту дверь. Ладно, часть квеста вроде как решена. Будем надеяться на это. Может быть, надо подняться наверх? Где лифт тогда? Давай вот отсюда. Вдоль пробежаться. Короче, надо вот эту штучку какую-то найти. Во-во-во, вот она, вот она. Я ее визуально узнал. Все, у него теперь тоже ключ. Че эта штуковина ключи прям раздает, что ли? Главное туда член не засунуть. Это будет больно. Давай. Фиг. Угу. А за это я должен потянуть, правильно? Да, получилось. Замечательно. Бежимте, а то мало ли сейчас закроется. Я все равно тут же нахожусь. Далеко особо я не ушел. Ладно. Кот поехал. Куда мы едем-то? На второй этаж. А там? Ну ладно. Там то же самое. Ахаха, трэш какой. Ну, кто-то вошкается. С правой стороны. У них носа нет. Они похожи на красного черепа из Марвел. Слушай, а там же двери были с кнопочками. А чё мне никаких ключей больше не дали? Загнали почему-то на второй этаж. Слушай, а вот это что такое? Что случилось? Это оружие? Ну что, нам больше не это? Вот шкала с правой стороны, она падает. И все. Так. Прицелиться. Хорошо. Отмена. Перезарядка. Инвентарь, оружие, лечение. Перезарядка. R. Ну, патронов там, естественно, у меня никаких нет. А может быть, на эта штука еще что-нибудь выдает? Да, вряд ли. Персонаж не умеет прыгать. Ну, бегает хоть немножко.
Ни врагов, ничего вообще нет. Не знаю, давай сюда что-нибудь. Какое-то действие есть. О, пистолет можно, пушку сюда вставить. И чё, и чё, и чё? Какие-то штуки повылетали. Что происходит? Я вставил пистолет и, ну, и автомат свой какой-то. Не знаю, вот эту вот штуку, дрель какую-то, отбойник свой вставил куда-то и... Отсюда вылезла какая-то штука. И она уехала куда-то. Видимо, в детский лагерь. Это... Ну, кто такие? Светлячки? Они как будто опыляют. Воу-воу-воу-воу-воу. А они меня бьют. Я понял. Мне пока туда нельзя ходить. Один прям вон там вот. Поливает пыльцой своей. И все. Точно больше вниз никак. Ладно. Вот это вот что такое? Пойдем куда-нибудь там посмотрим, где-то еще что-то. Что-то где-то. Да, вот я прямо шел. А вот, а я, получается, здесь вот поднялся. Ну, давай в первый пролет зайдем. А тут их два, кстати, всего. Да, походу. Вон там вот я пушку эту получил, вот тут. Вон там светлячки летают. Давай сюда зайдем. Здравствуйте. А тут эти светлячки сидят просто. Надо и туда тоже пушку вставить. Чтобы эта штука заработала. Я не знаю, что он дает. Давай запихаем. Что это такое вообще? Кто это делает? О, опять светлячки повылетали. Куда она их отвозит, интересно? Они мне прям показывают, что приезжает клешня, забирает этих светлячков и куда-то они уезжают. Теплые края. Это, по-моему, центр как раз. А как мне туда попасть? Все светлячки, получается, у нас с двух сторон. Там никак не спуститься, точно? Вот, есть проход. Вроде как. Блин, ну давай пробежим. Ау. Они убивают. Как работает система сохранений, хоть посмотрим. Продолжить. А с какого момента они меня это? Когда я запустил первых светлячков или вторых?
У меня еще пушки нету, кстати, даже. Погоди. А что если не пихать эту пушку туда, а сначала сюда пройти? Боже мой. Так, вот, я в центре. Я могу как-то это управлять этим. Так, она вниз. О. Пришвартовали. Я до сих пор этой штукой управляю? Нет, она автоматически туда запихивается. Нет, не автоматически. Здравствуйте. Обалдеть просто. И чё? Проход какой-то открыл. Но не факт. И эта штука опять. Блин, надеюсь, я не сдохну тут. Может, не туда надо вообще? Что-то покрутил? Что-то повертел? А, и вот я вышел, короче, с другой стороны. Так, нужно найти, вот где проход этот открылся. Да, вот тут. Ну, допустим. И все. Тупик. Я так целеустремленно сюда бежал, что все. И ничего тут больше. Нужно, я думаю, проход какой-то искать. Все, с этим никак нельзя взаимодействовать. А что если мы пройдем в другую сторону? Вот еще одна пипка такая. Значит, где-то должен быть пульт. Нету. Ну-ка, что если мы еще раз туда подойдем? Это будет летать еще одна такая? А ну, стой. Так, ну в прошлый раз это штуковина это самостоятельно появилась.
Как будто космолет какой-то. Стой, подожди. Ну что ты не вылезаешь? Может быть, это как-то надо перезапустить. Вот, по идее, выйти отсюда. А главное, светлячков не запускать. То ты сдохнешь сразу же. Пойдем в центр тогда. С одной стороны, эта штука есть. Давай тогда вот в этот проход пройдем. Может быть, там что-то. Да нет, я ж тут был. Тут ходов-то немного, но тут очень просто заблудиться. Так, а эту хрень я уже, да, я уже... Эту штуку я дергал. Сколько у нас вообще пультов-то таких? Вроде 2. Вот второй. А может быть и нет. Куда-то этой штуковиной надо подлететь, чтобы все заработало. Но вот это вот максимально, насколько она может удалиться. Ну-ка. Он прям парит в воздухе и все, не хочет ничего делать. По идее, вторая штука должна мне второй проход открыть. Чё ты не вылезаешь-то отсюда, интересно? Это вообще, да, никак не перезапустить, ничего не работает. Ладно. Вот я думаю, если появится 2 прохода, то может быть я куда-нибудь и попаду. Куда-то. Что же делать? Пока это единственное, с чем я могу взаимодействовать. Может, ее капсуле к этой подогнать надо? Да нет, она к ним близко не подлетает. Я как-то только к пульту к этому подошел, эта штука вылетает, и она сразу чик появилась, и что-то произошло. Где вторая? А может быть и третья даже. .
А может, светлячков надо запустить? С какой стороны? Давай с какой-нибудь. Вдруг они типа перезагрузятся. Тогда сначала пушку надо достать. Ну-ка, так. Да, без пушки-то не работает. Ай, дичь какая. Давай пуху сейчас выковырим оттуда. Короче, потом, допустим, с одной стороны. А с другой я тогда подойду. Если что, придется умереть немножко. Давай, запускаем. Допустим так. Может быть, сработает. Так. Вот это чик, и светлячки полетели. Вот. Кстати, я совсем забыл, что вот эти вот штуки вылезают еще. А как же тогда этих светлячков замочить? Может, к ним подойти надо и треснуть? Ну-ка, давай, эксперимент. Эй, мистер. О! Странно, но это как-то работает. Тихо, не перезарядилась. Готово. Блин, давай тогда всех перебьем, кто. Чё? Я вообще на шухере тут. Там еще кто-то орет как будто. Или нет? Или это они? Да, это они. Они как-то эти коконы летают, опыляют. Иди сюда. Еще двое. Их мне походу не достать. Эти высоко летают. Ну ладно. Они мне не мешают, я им тоже. Значит, что? Я, получается, с одной стороны эту штуку запустила. Вот. Вот. Иди-ка сюда. Стой. Давай, вылезай. Оп. Все, швартуемся. Это залезла. И должна наставиться куда-то. Здравствуйте. А где то самое волшебное отверстие? Это реально иголка в стоге сена. А, вот, я вижу. Стой. Все. Нашлось. Это, видимо, центральная какая-то крутилка. Надо сейчас смотреть, что произойдет, какие, может быть, входы откроются. Хотя нет. Я, конечно, гляну, но мне не туда. Мне надо теперь с другой стороны светлячков полупить. Да.
Мне сейчас надо светлячков, этих светлячков сначала вытащить, потом их всех вот так вот полупить. И потом у нас другая штука должна поехать. И мы ее куда-то прицепим, и откроется вход центральный. Короче, не знаю как, но вроде я понял, как эта дичь работает просто. Ну вот они, светлячки. Не обязательно, кстати, всех лупить. Надо бить, которые мешают пройти. И тогда норм. Главное понять просто, что от тебя игра хочет. Тогда чуть попроще. Пройду, не? Дай пройти. Тихо, перезаряжаемся. Бам. Оп. Развалили светлячка. Ну все, в принципе, остальные не мешают пройти нормально. Теперь надо вот этот агрегат притараканить. Стой, вот сюда. Во-во-во, давай. Чик, забрали. Она всосала, и вот и там проход открылся. Я его увидел. Чик, сюда, сюда и наверх. Все. Теперь эту штуку надо крутануть. По логике вещей мне сейчас откроется проход центральный. То есть я сначала обходил с двух сторон по бокам, а сейчас должен прям центральный проход открыться. Чё ты не работаешь? О. Пальчики запихнули. Упс. Поломалось что-то. I'm sorry. Я не хотел. Какая-то слизь, короче. Какая-то слизь, я в ней практически, наверное, утонул. Дерево сломал, и все. Я пока двигаться не могу. Я как под какой-то коркой. Страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Давай, ломай. Я родился. Как лунтик. Это скелет, что ли? Из меня до сих пор пуповина торчит. Фиолетово. Фиолетовое все. О, пуповина до сих пор во мне. Я думаю, зря он ее выдергивает. Ну, хотя, в принципе, другого выхода вроде нет.
какое-то кладбище прям. Теперь это, кстати, меньше похоже на корабль чужих. Это я как будто за его стенками. Не знаю, побежали. Просто вперед. По идее, игра-то коридорная, тут же нету открытого мира. Ты до этого ходил просто по кишкообразным таким этим тоннелям. В принципе, если знать, что делать, то все в порядке. Просто в основном ходишь в неведении, отсюда тяжело. Не знаю, по идее мне туда надо. Давай сюда сходим, посмотрим, что есть. Ну да, тут тупик. Теперь надо вот эту развилку найти. На горы же он забираться, да, не может. Не может. Прыжок в игре не работает. Может, это позвоночник чей-то? Большого мамонта какого-нибудь. Допустим. Разработчики, кстати, они сделали музыку, как бы, но этой музыки нету. Это скорее какой-то шум. Это, нельзя назвать это каким-то музыкальным произведением. Они чем-то, конечно, наверное, вдохновлялись жутко, чтобы атмосферу поддерживать и все такое, но тут какой-то гул такой, знаешь. Композиторы тут вряд ли работали. Шумовики, может быть, но не композиторы. Ладно, пойдем сюда, допустим. Хотя, в принципе, у чужого вроде тоже на планете там, когда у нас кто этот Ридли Скотт снимал первую часть «Чужих», там же тоже, в принципе, как таковой музыки-то было не особо. В общем, я, походу, из одного корабля пришел в другой. Ну, пока что к другому. А так, надеюсь, я не кругами бегаю. А то как бы скалы все одинаковые. А вдруг? Ну, есть какой-то проход. Какое-то нарастание звука. У-у-у, такие вот постоянно вещи играют в ушах. Так, окей. Я захожу на какой-то другой корабль. Если это вообще корабль. Может быть, это дворец какой-то. Немножко подвисает игра. Ощущение, что и тяжело подгружаться. Угу. Отсюда вот туда надо заходить. Подожди. Да, вот это. Вдруг это люк какой-то. Нет. Отсюда туда заходим. Ну да, да. Какое-то подобие скрипочек. Кто-то ползает. Эффект хоррора создает. Какая неприятная штука. Кстати, очень похоже на этот
На змею из Прометея. Не знаю, пойдем в другую сторону. И все, опять музыка затихла. Какое-то эхо доносится просто, и все. А пушки-то у меня нету. Че стучишь? Может, ты... Какая мерзкая дрянь. От нее аж мурашки по коже. Некомфортно себя чувствуешь. Ну, где-то рядом. Она ползает по канализации, походу. Если тут вообще это понятие есть. Ну, давай сюда зайдем. Я думал, коляска какая-то стоит. Тут, наверное, вообще, в принципе, нельзя вещи называть своими именами. Типа лифт это должно как-то по-инопланетному, наверное, называться. Типа, ну... Даже не знаю, как объяснить просто. Тут сумбур какой-то в голове. От этого всего. Это атмосферно, это прикольно, но это очень странно. Здрасте. Угу. Теперь у нас вот это, да, ключ какой-то? Замок с одной кнопочкой. Все, туда и не пройти. Ладно, пошли назад. Я помню, что там, где коляска стояла, можно вот эту штуку, которая у меня в руке. Я, походу, голый бегаю. У меня вот эта штука в руке, и ее можно вставить туда, кажется. Но это не точно. Давай. Да, это вставляется. Что-то где-то изменилось. Ну вот открылись проходы. Теперь я могу по кругу обойти. Это проход к лифту. Если это лифт. Ну, да, вроде. Вот это вот 4 пальца, лифт вроде как. Блин, ну только... Подожди, я же по идее не все обошел. А может быть и все, я не знаю. Тупик. Там тоже тупик. Давай немного в другую сторону пройдем. Если что, то на лифт, конечно. А, так я оттуда и пришел. Все, тогда мне только на лифт. Возможно, на второй этаж. Поехали. Допустим. Допустим. Это прям на позвоночник похоже. Здрасте. Стой. Мне рычаг мешает. Вон он, эта дрянь сидит наверху. Это пока не хочу туда идти. Он бежал. Так, а тут с другой, да, стороны ты обходишь. Хорошо.
Слава богу, что тут нет каких-то там, я не знаю, 3-4 развилки, иначе просто потеряться очень запросто. Не очень-то хочется в этот туннель входить, но придется. Нажмем. А это разъединяет, да, этот тоннель? А зачем? Да, кстати, тут, наверное, часто вопрос возникает. Зачем в голове просто у тебя звучит? Зачем и для чего? Чувак уснул на пульте. А, вот это теперь понятно. А, мне нужен ключ. Что-то, кстати, без понятия, но точно нужна вот эта вот штука с ключом. В нее руку запихнуть. О. О. Стой, сейчас поймаю. Я зафиксировал одну. Не, нужно ловить. Где она соприкасается? Тут не видно. Оп, поймал. Я думаю, что здесь еще будет. Это просто быстрее вращается. Вот тут она будет. А что так быстро? Вот, все, заловил. Эй. Может, нет? Нет, точно не здесь. Вот. Теперь получилось. Я все правильно сделал. Ну да, это понятно, это не работает. Бля, давай еще раз покрутим. А вдруг надо это... Какой-то шарик у меня упал. Вот отсюда. Ну, все, да, значит, правильно я сделал. Если шарик этот упал у меня вот в этот ключ... единственное место это там, где коляска находилась. Только туда можно, по-моему, вставить это дело. Оу. Ходов-то тут несколько. Допустим. Шел я сначала по прямому. Кстати, я этот вентилятор видел. Ау. Опять эта дрянь тут ползает. Она пошла туда, но давай мы поднимемся вот сюда. Тут очень легко запутаться.
Просто когда я буду обратно с этой кишкой, с этой кишки возвращаться, мне бы не потеряться. Здрасте. Уже мозг начинает чесаться. Этого всего. Ну давай по прямой сюда. Я, наверное, зря, да, дергаю это? Я один вентилятор остановил. Второй и третий, соответственно. Надеюсь, не имеет значения, в какой момент времени я это делаю. Все, пошли назад. А, она напала на меня. В Прометее была такая штука. Какая... О, пушка выпала. А у меня не было. Ладно. Она в меня вселилась. Ну вот. Она теперь живет со мной. Замечательно. Ой, блин. Так, где-то тут был вентилятор. Он внизу. Мне хоть какое-то оружие вернули. Вот. Что дал мне этот проход? Да, тут вращался вентилятор, короче. Тихо. Давай вот сюда теперь сходим. Вроде как и коридор, но... Подумать стоит вообще. Куда ты идешь и зачем? Угу. Я тут тоже, по идее, ходил. Они взаимосвязаны локации. Если это локациями можно вообще в целом назвать. Ну, давай сюда запихнем. Принцип тот же, да? Я шарики собираю, по сути. Жди. Главное просто поймать это. Почему нет? Так. Нет, вот тут она ловится. Сейчас быстрее получилось. Угу. Еще 2 таких надо. Ну, допустим, давай еще выше пойдем. Нет, не выше. Я, возможно... Вот и ключ. Так дергается, как будто это... Не желает, чтобы ему ключ дали. Который неизвестно куда ведет вообще. Ну, тут ожидаемо проход открывается. К чему-то. А, тут у нас мужик валялся. Стой-ка, стой, подожди. А вот 3-я получается.
Почему он не крутится? Все, 3 шарика. Еще один остался. Ну, сюда нет, сюда не пройти. Надо, по идее, найти там, где у нас кишка поворачивает. То есть я сначала шел прямо, потом кишку завернул налево, и теперь надо направо просто попасть. Вот только откуда это сделать? Лифт, по-моему, я вызывал. Я не помню точно. Ну да, лифт. Нам потом сюда обратно нужно. Крутить, что-то вертеть. И потом, по идее, вот эти шарики красные должны как-то активироваться, как коконы, я не знаю. Точно непонятно. Но, по-моему, понимаешь, как это работает, но не можешь даже, наверное, объяснить. Это как-то на подсознательном уровне, короче. Так, вот здесь будет, да, пульт управления. Раз, два, три. Мне бы не спутать их. Первый был вот этот, получается. Блин, ну ладно, будем ориентироваться тогда вот просто на этот. Он просто пытался представить себе, как бы я увидел этот тоннель, если бы я... Это не то. Вентилятор стоит. Все, теперь понятно. Теперь надо нам самый левый. Вот этот. Точнее, самый правый. Все, да? А что, мы уже пришли, что ли, крутить шарики? Подожди. Сначала шарики, короче, а потом мы подойдем ключ этот воткнем. Не работает? Значит, надо пульт сначала запустить, поэтому тебе ключ давали. Возможно. Тут ни в чем не уверен, конечно. Так. Там, где мужики лежали, короче, тебе было, получается, не пройти, ты себе путь прочистил. Угу. Блин, а я надеялся, что вот эта штука заработает. Но нет. Видимо, по сюжету я должен был эту штуку поймать к себе. Этого... паразита, наверное. Теперь бы знать, куда. Ага. Ну, все понятно даже куда, кстати. Вот сюда. Это единственное забрызганное зеленой жижей. Тут, наверное, они мешали мне пройти. Работает? Да, работает. Шарик есть. А потом по сюжету надо будет вниз спускаться. А теперь закрыта половина.
Чё, нет? Нет, прям тут нужно втыкать ее. Либо там есть еще вот. Стой, там кольцо размыкается. Блин, или нет? Вот. Теперь она влезла. Угу. Теперь надо на полкруга, получается, прокрутить. Короче, я понимаю, как эта хрень работает. Не получается. Надо чуть-чуть по-другому сделать, походу. Ну-ка, наверху. Она меняет положение, что-то я не могу заметить. Блин. Короче, я скажем так, за кулисами его воткнул. Это было случайно, но ладно. Получилось, и слава богу. Теперь я должен спуститься по вот этому тоннелю. Нам туда, к коляске надо. Только где она? Допустим, давай сюда сходим. Че он не проходит? Все нормально идет. Подожди. Да, все верно, я пришел. Получается, угадал. Куда идти? Да, получается, вот с шариками комнаты ты забрызгиваешь, а там, где вот эта коляска, она чистая остается. Подожди. Это пока не достать. Я понял. Да-да-да, нужно вот этот ключ обратно вытащить как-то оттуда. Наверное. Короче, я понял, как она решается.
Это что-то вроде, ну, не кубик Рубика. У меня в детстве была подобная головоломка. Ладно, последовательность просто выбрать. Так, значит, вот это неверный. Все, собрали в кучу. А, с какой, интересно? Нет, этот не лезет. Я забыл, с какой начал. Ладно. Блин, вот первые две вроде верно. Даже три вроде верно. Но это не точно. Тут тоже, наверное, схитрить надо. Каким-то образом. Хотя нет, вряд ли. Тут она у тебя либо идет, либо не идет. Не пятнашки, конечно, но тоже не совсем просто. Первую вот тут сюда загоняешь. И все. Дальше никак. Больше одной она не лезет. По логике вещей, вот это вот ключ, он как конусный идет. Он расширяется. Это плохо заметно вроде. Вот какая должна быть следующая? Тут не лезет, тут не лезет. Значит, это не сюда. А что если прям до конца эту штуку пропихнуть? Никак. Тоже нет. И так не пойдет. Вот так, по-моему, самое нормальное заходит. Только этот не сюда, а вот сюда. Потом этот идет третий. Но как четвертый-то почему не работает? Раз. Вот. Нет. Значит, этот не сюда. Значит, вот этот сюда. А вот потом какое действие? Вроде вот это подходит. Тут же не подходит. Чё ты туда не лезешь-то? Вот они бы сейчас в тютельку зашли вообще.
Ну как работает эта штука, понятно. Тут главное просто последовательностью ловить и все. Можно было бы клавиши их сбросить. Ну что ж ты не лезешь-то никуда? Кстати, как вариант, что-то я не рассматривал, если в них их опускать. Больше одной не залезает. Ну вот так же вроде верно. Но почему ты не лезешь-то? В чем дело? Она просто по всем канонам должна сюда заходить, но она не хочет. Ну вот как? Я же местами их не могу менять, правильно? Все, чик, она спряталась, и все. Ладно, давай собираем их в кучу. Отсюда. Какие у нас выходы? Ни один не хочет. Так, нижний. Допустим, нижний зашел. Второй зашел. Третий не идет. Стой. Что-то пошло иначе. О. Теперь. Если один тут. Так, подожди. Главное, что тот получилось загнать, самый первый. Уже хорошо, но не факт, что правильно. Второй слева не хватает. Вот ты падла, а. И все. Как она теперь работает? Ну, не лезет. Первый у нас со свистом залетает везде. Второй залетает тут. Тут.
И вот тут. Теперь надо определиться. Третий заходит не везде. Хорошо, эти два сюда запихиваем. Тогда четвертый не подходит. А было бы славненько. Не хочет. Это тоже случайная головоломка. Одна из. Тут просто, ну, наобум сидеть, тыкать. Просто пока не получится. Они вроде как заходят, а потом раз и все. Проходила же только что. Постоянно четвертая не может зайти. Это тоже было случайно просто. Вроде так же все делал. Но почему-то не получалось. Я не знаю, ладно. Давай мы сделаем перерывчик на 3 минуты. Нужно мозгу дать отдохнуть от этих вот великих загадок. А то Всевышнее образование может растратиться. Ладно, сейчас я подойду, 3 минуты перерыв.
Так, продолжим насиловать себе мозг. Открылась эта штучка. А там... Ой, с одной кнопочкой. Что это такое? Мужчина. Я готов с вами драться. Он сам мертвый. И как из гнезда выпал. Ты чьих будешь? Не дополз. Печалька. Не можно что-то сделать? Взаимодействий никаких. У меня есть ключ. Я даже знаю, куда идти. Надо же. Первый раз за 2 часа. Нет, не знаю. Вот тут дверь. Так-то еще можно предыдущие двери. А, нет, нельзя, наверное. Ладно. Теперь такие у нас будут ключи. Вот опять музыка-то появилась такая. Как будто сейчас что-то произойдет, но ничего не происходит. Ладно, пойдем. Такое ощущение, что я тут уже был. Налево, направо. Ай, налево. Тут тупик. Понял, принял. Шли вперед. О, тут есть проход. Я сначала осмотрюсь. Ну, только сюда. Я говорю, слава богу, что тут нет развилок. Пока что, по крайней мере. Запросто можно запутаться. Ну, вниз так вниз. Поедем, красотка, кататься. Что случилось? Мне этот жук грызет. Он прям впился в меня. У меня все хуже, походу. Да, да. И откуда? Вот лифт. Он у меня здоровье забрал. Немного, но тем не менее. Надо какие-то или аптечки найти, или что-то такое. Вот этот паразит будет, видимо, потихоньку меня грызть изнутри. Вроде как я тут был, разве нет? Там песка не было. И это немножко почище выглядело. Ну ладно, пошли туда. Проход завален. Но пока ты ходишь только по одним и тем же коридорам. Ну, по похожим коридорам. Вот один в один, как первый. Как только ты проснулся. Опять проход. Что-то ходим, что-то нажимаю. Еще лифт. Я не против. Это определенно мое оружие.
Вот шкала здоровья. Только оружие пока без патронов. Проход один. Шли. Шли туда. Ага. Ладно, давай налево. А, тут две пипки. Понял. Надо этот, типа, ключ прокачать. А направо теперь сходим. Что-то все ползает, крутится. Мне нужно вот в эту сферу, наверное, залезть. Наверное. Эта штука живая? Вряд ли. Ну, как бы тут много чего живое, но под большим сомнением. Подожди. А если я вернусь... Получается, отсюда я выхожу в главный зал. Да, да. Значит, мы идем направо, берем усовершенствование ключа. У нас на ключе загорается вторая точка, и можно будет пройти налево. Тихо, не сюда. Если это я правильно понял. Да, да, прокачка ключа. Теперь просто возвращаемся назад. Кстати, помимо как серого, всего серого, теперь еще и немножко все красное. Серо-красное пока. Тона. Мы сейчас не спускаемся, возможно, к этой сфере, в которую нужно залезть или что-то такое. Так. Тот товарищ, который там ползает, мне не нравится. Я вряд ли его могу убить. Все, иди давай. Я ему не мешаю, он мне не мешает. Подожди. Ну да, больше тут. Только вот сюда можно запихнуть. То ли руки, то ли пушку. Пушку. Да. Прокрутили. Теперь, наверное, сюда можно, да. Тут никак. Мы сейчас, наверное, и будем вращать эти вентиля. Ну, лопасти. Проворачиваем, освобождаем себе проход. Сейчас, возможно, мне надо будет наверх идти. Тихо, там мистер ползет. Тихо, 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 тихо. Я убегаю. От него опять мурашки побежали от этого. До чего они мерзкие. Он за мной бегает. Так, мне наверх. Еще один какой-то. Короче, они меня атакуют. Ну-ка, пробежим. Да не ори ты. Тихо, тихо, тихо. Так, считай, я поднялся. Ну, видимо, я должен был от него урон получить. Не точно, но походу.
Сообразить бы, куда идти теперь, чтобы вот попасть в ту самую лопасть, которую я повернул. Вроде тут. Не тут. Теперь попробуем вниз спуститься. Может быть, там, где я ключ заряжал. А? Этот проход здесь. Тихо, тихо, тихо. Спокойно, ребят. Не шумим. Это никак не работает. Значит, нам только... я могу сюда зайти? Нет. Нажимаем тогда. Со второй... Упс. А руки прям обратно в меня залезают. Хорошо. Здоровья-то все меньше. Сейчас куда-то поедем. Ладно. Тут просто нужно, как говорится, расслабиться и получать удовольствие. Не сюда. Я еще дальше поехал. На другую сторону. И там я должен буду тоже, наверное, сферу как-то вот эту повернуть. Эй, что все закрылось? Бля, мы так походу и будем по кругу бегать. Я вернулся назад. Или да, или нет, я не знаю. Да, откуда приехал? Или нет? Подожди. Давай-ка мы вот это дело нажмем. Возможно, я поздновато вылез оттуда. Тут можно пройти. Ой, тихо, 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 тихо. Да дай пройти-то. Падла. Там еще один сидит. Это прям survival. Ничего. Я надеюсь, я верно иду. Направо, налево. Ну, тут вроде как больше на... Нет, не похоже это на тупик. Короче, произошло то, что я больше всего опасался. Короче, развилки появились. Больше непоняток. Не знаю, не факт, что мне туда. Давай попробуем первый пульт использовать. Так, эта штуковина накрутится и забирает вот эти сферы. А вот это тогда что делает?
Неожиданно. Теперь это стало одной большой головоломкой. Понятно, что ничего не понятно. Я повернул, но я отсюда пришел. Ну-ка, если я залезу в эту сферу. Ну, дальше поедем. Вообще, как остановится, надо сразу же вылезать. Допустим, что мне это дает? А может, я тут был? Они просто катаются и все. Угу. Сюда я пришел вообще. Сколько получается? Я 2 вроде раза, да, останавливался. Когда катался на шаре. Так, это можно? Нет, тут сферы нету. Идею ее надо подогнать. Блин, ну там уроды ползут, вот они вообще ни к чему. Хотя подожди, а возможно. Может быть, то, что я аж какую-то там сферу вообще уронил. Шарик какой-то упал. Что это такое? Сдается мне. Что там у нас? Лечение на Е. Да. Кровяные эти. Ага. Это можно заряжать не больше одного раза. Где-то еще тут был спуск такой. Я думаю, что в нем у нас будут патроны. По логике вещей. Блин, ну тут все делится еще на 3 части. Надо такую же штуку найти. Че не проходишь-то? Еще какой-то пульт. Давай-ка я спущусь. Мне не нравится то, что там вот эти вот уроды ползают. Внизу они мне не дадут пройти нормально. Тихо, блин. Вот не надо мне сейчас сферу никуда запускать. Она прям норовит подняться. Плохо дело. Я запутался уже. Я запутался, я просто бегу по одинаковым коридорам. Что это такое? Здесь я сделал что-то полезное.
Блин. Подожди, а что, мне отсюда теперь не выйти? Я, может, какой-то коридор пропустил? Да, вроде нет. Бля. Вот тебя не хватало точно тут. И что теперь делать? Плохо, что меня откинет. Если я подохну. А, я по этой сфере, получается, пробегал, и я ее как-то поднял, что ли, или что-то такое. Надо обратно туда возвращаться. Где живность это бегает. Слушай, она ушла. Ладно. А и все. Открылся проход. Чем дальше ты бежишь и куда-то... Вот что это такое? Еще здоровье. Ладно. Когда патроны будут давать? Чем дальше, тем хуже, по-моему, становится. Что-то крутишь, вертишь, а зачем, к чему? Немного приблизительно понятно, что надо что-то сделать с этими сферами. Куда-то ее поднять. Не поднять. Эй, тихо, 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 дай пройти-то. Это, наверное, штука меня ударит, да? Ну да, скорее всего, с кислотой. Пойдем-ка наверх. Петухи какие-то бегают. А ты просто в каких-то непонятках чем-то занимаешься. Еще выше, но... Что ж тогда, интересно, я делал там, наверху? Или я даже не знаю, на каком я этаже. Я то вверх, то вниз. Ах ты, сука. Да чего они мерзкие, а? Тут. Вряд ли, да, будет работать. Да. Я, в общем, какой-то шар куда-то поднял. И чего? Тут их 3 вообще. По логике... Она же только что наверху была, блин. По логике вещей мне надо к этой сфере туда. Она, получается, как лифт бегает туда-сюда. Я ее вроде как запустил. Может, надо подождать ее просто. Она мне откроет, по идее, проход. Че, реально мозг просто лопнет. Надеюсь, я по скрипту иду. А ручки-то все глубже да глубже заходят в меня. Правильно? Ну так.
Ну давай мы осмотрим вот здесь. Что это такое? Пистолет. А патронов-то нету. Вот это что такое? Вот они, наверное, патроны. Сейчас мы хоть как-то будем отбиваться от этих чертей. Спасибо. Так, ну если Е это лечение у нас. Ну так, немножко восстанавливает. Теперь давай заряжаться. Что ж, уже лучше. Хотя бы есть чем стрелять. Мы не будем судьбу испытывать. Нет, придется. Придется их убить. Все, он подох. Будем надеяться. Петушара, а? Тихо, у меня что, патроны кончились? Ой, плохо дело. Короче, я пока их всех не перебью, мне не дадут головоломку эту решить. Я прям ее вижу. Давай еще полечимся. А куда ты еще-то бахнул? Блин, я хотел оставить. Тихо. Надеюсь, они мне мешать не будут. Кстати, вот еще один утюг. Я должен его туда тоже херачить. Где у меня вот эта вот ездит штука. Как это работает? Должны загореться все 3? Или 4? 4, скорее всего. Гадалки не ходи. Тут загадки очень на Сайлент-Хилловские. Ну, такое что-то в Сайлент-Хилле было, короче. Так, это будет... Если мы эту штуку закрепляем... Подожди. Они должны вот с этими треугольниками смотреть прямо все сразу. Как крутить ее? Стой. Вот так. Теперь мы на это переключаемся. Вот, 2 включилось. Кстати, на Fatal Frame подобная загадка тоже была. Надо четко повернуть вот эти крутилки, чтобы они смотрели все в одну точку. Там получается опережение на сколько там? На четверть.
Ну, сейчас они хотя бы синхронно вроде вращаются. И отстают, получается, на одну... Короче, походу, эта загадка тоже на случайный. Бля, жесть. Это работает так. А чё он не загорелось? Вот. Теперь надо с левой что-то сделать. Так она все вращает. Вот тут они как кардан, короче, связаны стали. Бля. Теперь она тебя отстает на 1/4. Ну, даже не на 1/4. Что ж ты, падла? Теперь надо центр, чтобы загорелся. Подожди. Нет, неверно. Надо, что все 4 горело. По-любому. Слушай, а что они теперь не разъединяются? Вот, разъединились. Вот так я их поставлю, допустим. Теперь центр хер горит. Подожди. Отсюда он. А тут почему он не загорается? Случайно практически. Таких догадка еще будет одна точно. А может быть еще и 2. Жесть. Так. Все, ты не работаешь. Дайте патронов. Что там у нас в инвентаре вообще? Стоя все практически. Плохо. Патроны надо экономить. Ага, я понял. До свидания. Петушки эти меня не интересуют вообще. Бля, я не успел. Надо к этим утюгам идти. Придется ждать. Сейчас утюг воткнем и посмотрим, что произойдет. Давай, бам. На второй этаж проход. Теперь получается, мне надо в этой сфере задержаться, спуститься вниз. Да-да, на второй этаж. У меня типа 6 патронов, да?
Ну, на то он и survival. Ты ограничен во всем. Тут нельзя пройти. Да, низкосквозной ход. Тут уже немного начинаешь очковать. А если они меня не заметят, интересно, смогу ли я пройти? Блин, ну это точно заметит. Да, он прям побежал ко мне. Сдохнешь, нет? Бля, там еще один бежит. Вот петушара. А все, патронов нет, извиняйте. Ну и долго он меня так грызть будет. По идее. Да-да-да, вот тут можно зарядиться. Не факт, что патронами, конечно. Нет, это здоровье. Всего 3 пузырька дали. Отлично. Ну и что мне с ними делать? Вот еще одна загадка. Такая же, только теперь сложнее. Мистер Рандом. Че я сюда прибежал? Ладно, пойдем крутить. Может, когда утюг дадут? Здорово, Денис. Да, это похоже на чужих. Брали этого у Гигера, который рисовал арты к чужому. Тот, кто чужого, в принципе, нарисовал его внешний облик. Они вот брали его, арт эти, ну, художественные произведения, и там какие-то научные работники, там, хирурги что-то участвовали в этом всем. В общем, над атмосферой ребята потрудились как следует. Блин, это жесть вообще. Ну тут только рандомно фактически эти загадки можно решить. Что-то крутишь, что-то происходит. А какой-то вот прям четкой последовательности ты вряд ли найдешь. Так, ну, в принципе-то, если вот так вот прям сесть, спокойно выдохнуть, не истерить, не бегать, короче, то можно разобраться, как эта штука пашет. Но не факт, что поймешь. Так. Одна вообще независима от всех. Ага. Тут включается 3. Это замес вот с этими полупериодами и так далее. Я говорю, вот Fatal Frame, Silent Hill, вот в Fatal Frame такая загадка была. Там тоже надо было крутить эти штучки. Только они более цветасто выглядели. Но тут есть какие-то, видишь, тут есть монстры, как бы, но как шутер это не назовешь, конечно. Ну, я люблю вселенную чужих, она крутая. Ханс Гигер, конечно, как художник, мужик замечательный, но повернутый на всю башку, это точно. Так, у меня почти все горят. Я ошибся, получается, на... Фу. С одной стороны, я ошибся на половину. Бля, так ты все вместе крутишь. Почти.
Вот они как-то чик и должны все вместе встать. Слава богу, что не пятнашки, вот честно. Когда в первые 20 минут геймплея тебя пятнашками нагружает, это трэш, по-моему. Издевательство вообще. Она как карданный вал работает, эта штука. Ее разъединяешь, и они начинают вращаться отдельно немножко. А, кстати, вот я в Старик вообще не играл. И игруха-то мировая, конечно, но как-то не доводилось. Наверное, да, я думаю, похоже. Но я зергов видел, кстати, эти картинки зергов видел. Да, по-моему, что-то у них такое есть. Бля, вот одну я точно зажег, ее лучше не трогать. Наверное. Так. Что-то поменялось. Почти. Надо вот этой как-то манипулировать. Чик-чик. Нет. Почти, кстати, вот прям рядом. Я очень близок, наверное. Будем надеяться. Теперь по логике вещей мне надо вот эту штуку повернуть. Потом это зафиксировать. Нет, в обратку получается. Бля, сейчас мозг реально вскипит от этой хрени. О, вот это сюда. Мы возвращаем вот так. Нет, почти. Вообще ни в какую не играл. По-моему, видел какой-то то ли стрим минут 20 я посмотрел по Старкрафту 2. Не более того. Так, тихо, тихо, тихо. Так, это вообще интересно. Стой. Бля, очень плохо, что я их связал вместе. Вряд ли. Одна отстает на четверть, вторая, бля, я вообще запутался, короче. Пошаговые. Ну, только героев третьих. А, не только героев третьих Disciples, второй лобал. Как-то пытался что-то в пятых, в четвертых героев поломать, но они мне не дошли. Конечно, топчик это третья часть. Меня он кореша до сих пор лобает. Так, вот как же вот эту хрень-то крутить? Теперь верхний отстает на 2 шага где-то. Если это шагами можно считать. Подожди, а эту тоже можно крутить? Почему не сработало ничего? А, тут... Твою мать. Почти. Теперь середину надо как-то зажечь. Вашу мамашу, а.
Мгм. Блядь, то один, то второй. Не, вот эти вот игры я не пробовал. Я про них слышал, видел какие-то там эти, как трейлерные, геймплейные ролики. Тем более XCOM, по-моему, это такая самая. Ну, одна из старых тоже игр. По крайней мере, там целая линейка, по-моему, игр XCOM есть. У меня еще эти, как одноклассники в команда, по-моему, команда сыграли. Это еще на Windows 98. М. Бля, ты так зажигаешь центр, но не зажигаешь этот. А почему теперь? Почему-то теперь верхняя не работает. В чем дело? Вот падла, а. Это очень мудовая хрень. Реально путаешься. Не то. Надо, чтобы все 5 загорелись. Какой 5, 6? Твою мать. Даже не. Вот так, давай попробуем оставить. Тоже не то. Бля, как это? Вот так стоял. А теперь надо верхнюю как-то повернуть.
Ну это жопа конкретная вообще. Ну, примерно каждые 15-20 минут, ну даже каждые 10 минут, 10-15 минут тебе навяливают практически рандомную загадку, которая сработает просто, ну, когда ты случайно что-то накрутишь. Ты пытаешься вникнуть, как она работает, но это, блядь, это жесть, реально. Вот эту чушь, как бы... Вот эти загадки, ну, с этими поворотными механизмами. По идее, это можно решать. Высчитывать, короче. Типа, я поверну вот этот вот на 4 раза, это будет полупериод. Если это все захерачить как циферблат часов там и так далее. Это можно высчитать, но... Ты, блядь, что пришел сюда, математикой заниматься? Поэтому начинаешь тыкать рандомно. И тут чисто как повезет. Ай-яй. Ну чё они сейчас не загорелись? Горят, блядь, все, кроме одной. Теперь все, кроме нижней. Но одна не работает без другой. Если вот реально у человека, допустим, ну, проблемы с этими пятнашками, ну вот не дается человеку вот решать, допустим, вот никак он, ну, у всех же по-разному мозг работает как бы на разные типы загадок. Кто-то, допустим, головоломки там решает на числа хорошо. Кто-то, допустим, те же самые пятнашки будет лучше решать, чем кто-либо, ну, иной как бы. Как бы загадки нужно тоже думать, какие вы делаете. Ну так человек просто, да, допустим, купил игру там, ну, да, к примеру, за 800 рублей. А у него первые 20 минут, ну или вот сколько тут? 2 часа 30 минут прошло, 2 часа 50 минут от начала стрима. Попадается вот эта дичь. И становится немножко обидно, то что ты бабки заплатил, короче, а вот ну, не дано тебе, блядь, по мозгу решить подобную хрень. По теории вероятности, накрутив несколько там сотен вот этих вот манипуляций, ты должен открыть это все. Но только когда это произойдет. Я вот по Talframe, допустим, во все линейки такие загадки, в принципе, в основном всегда рандомно решал. Просто крутишь до одурения просто. Пока не получится. По-моему, разработчики решили то, что это очень классное задание. Давай, блядь, добавим. Но если бы не вот эти вот загадки, игра бы пробегалась, ну, часа за 2, за 3. С каждой загадкой, которую тебе дают каждые 20 минут, ты сидишь с ней минут 40. Может, конечно, у кого-то интеллектуальные способности выше, чем у меня, и сидят. Они гораздо меньше.
Я вот, допустим, придя с ночной смены, сейчас вот с этой херней не очень хочется заморачиваться высчитыванием количества прокручивания определенных вот этих шариков. Поэтому я рандомно тыкаю. Мне, в принципе, похер вообще. Стой. Нет. А у меня бы скрипт сработал, если бы я верно подключил. Они должны чики одновременно все сработать. Так, я отсоединяю обе штуки, да? И теперь вот эту надо повернуть. Хрен его знает, как ее надо повернуть. Ну а так тут, конечно, комбинации до жопы просто. Блять, вот постоянно одна включается и все. Точнее, не включается. По идее, надо как-то боковые выставить так, чтобы они совпадали с учетом того, то, что центральная нижняя будет поворачиваться вместе с ними, нет? Нет, она отдельно крутится. Так они работают все вместе. Так она крутится одна. Жесть какая. Ой, бля. И все, и ничего ты не сделаешь тут больше, потому что коридор. Так. Если мы присоединяем вот эти вот обе, крутятся они у нас по-разному. Надо учитывать, что у нас верхняя отстает. Ну, то есть, получается, верхняя смотрит на 10 часов, нижняя смотрит на 2 часа. Тогда, по логике вещей, эти штуки должны быть боковые, должны смотреть в противоположную сторону, но тоже на четное. И раз-два. Ну давай попробуем. Допустим. В порядке бреда. Они должны синхронно вместе повернуться и загореться все.
Блять, ну вечно. Какая-то из... Ну, какая-то и не работает. Одна из... Но, по-моему... Так. Как же я только что две... Верхнюю и нижнюю я как-то только что вращал. Независимо друг от друга. Ой, от боковых независимо. Так, подожди. Есть идея. Она отстает теперь. Так, вот попробуем. Так, и теперь по кругу. Ни хера. Хотя, если это рассматривать как цепь электрическую, она должна была заработать. Кто-то херню придумал, нужно гвоздь в голову забить. Посмотреть, как он справится с этим заданием. Так, нужно посмотреть, при каких условиях загорается нижняя вообще. Когда трогает правую. Подожди, а что она тут-то горит, я не понимаю. Потому что ее запитывают нижние, да? Бля, по-моему, да, я все испортил нахрен. Жесть, просто жесть. Время охуительного геймплея. Короче, можно спокойно там это... Поспать можете, там чаю попить, сходить. Я тут надолго. Это рандом. Очень-очень лютый. Либо по гайдам. Вот сейчас же, блядь, почти все горят. Ну в чем дело-то? Хуяк одна не пашет. Потому что она отстает. Вот как ее повернуть-то? Она же до этого вот в этом положении загоралась. Теперь выше. А они между собой не соединены. Как она горит?
Бля, чем больше я пытаюсь в эту загадку вдумываться, тем хуже представляю, как она работает. Ебать мой лысый череп. Как это пашет говно. Я типа близок. Наконец-то я запалил хотя бы нижнюю. Спустя 10 миллиардов часов. Теперь они совпадают. Но не совпадают теперь боковые. Тихо. Почему теперь верхняя тоже вращается? Да вы что, издеваетесь? Твою мать, ну это реально попадос вообще. Я опять, блядь, нижний сдвинул на этот, как вам. На пол поворота. На четверть. Четверть поворота влево. Ну и что это за пиздец тогда? Либо центр горит, либо еще какая-то херня. Вот как. Почему теперь верхняя горит? Что ее запитывает? Они отсоединены обе. Да, реально что-то мозг скипит просто. Как эта хрень пашет вообще? Реально, чем больше задумываешься, короче, как эта штука работает, как они между собой взаимосвязаны, тем меньше получается вообще. Ты их соединяешь на полшага, а они хуяк и разъединяются. Какие-то загораются, вот они сейчас не связаны вообще. Теперь связаны, но не горят. Как это работает? Что-то зажигается, что-то нет. Но сейчас по логике вещей она должна была загореться, но нет, она не работает. Они нахуй теперь все, блядь, по очереди горят и все.
Она либо загорается от одной, либо от другой. Так вот, снизу вверх надо или сверху вниз? Ничего не изменилось. Почему? Ну, хорошо вроде, когда они... Ничего не меняется. Крутишь нижнюю, вообще ничего не меняется. Крутишь боковую, то же самое. Ты поэтому вращаешь их и все. Теперь нижняя вообще не горит. Снова ничего не поменялось. Почему горит верхняя, но не зажигает самую верхнюю? Опять то же самое. Вот они сейчас смотрят друг на друга. Но не зажигает. Нет. Я еще 20 минут поковыряю. На следующем стриме продолжим. Не знаю, я гайд что ли посмотрю или как-то в этом роде. Это жесть какая-то. Может быть, просто рандомно покручу. Свободное, знаешь, время. Я не знаю, может быть, я правда, я не понимаю, как она работает. Как работает эта загадка, черт подери. Чтобы понять, как работает загадка, нужно понять принцип механизма. А тут такое ощущение, что тут нет принципа. Они соединяются вместе, но не горят по как надо. Вот от чего она сейчас загорелась? Почему тогда нижняя не горит? Но горит левая и верхняя. Верхняя, причем до конца не зажигает самую верхнюю. Это пиздец, это просто какой-то рандом реальный. Теперь она загорелась. Почему вот сейчас правая горит?
Они сейчас вроде как отсоединены. Не горят вообще 3 середины. Чего? Просто бездумное вот это кручение. Я не понимаю, как она работает. Ты вроде их крутишь, вот они взаимосвязаны между собой. Но почему-то одна не горит. Почему она не горит? Почему теперь центр не горит тогда? И вот я опять вернулся к тому же самому. Как теперь этот центр прокрутить? Да, я уже минут 40, наверное, с этой херней сижу. Что? Как это работает? Да. Просто случайно крутишь и все. Просто случайно крутишь, и вот у тебя когда-то это сработает. Некоторые загадки тут просто чтобы тебе настроение, наверное, испортить. Это не интересно. Это время затратно. Вот так вот бездумно крутить, как бы, ну, много ума не надо. А пытаться в этом хаосе понять, что они от тебя хотят в конечном итоге, по-моему, это нереально. Ладно, хоть квест закончу. 3-й этаж открылся. Шли обратно. Патронов-то нет. Хотя подожди, оружие. Ну, хоть эту дебильную пушку возьму. Так, давай считать этажи. Раз. Еще ниже. Так, сначала я сюда сбегаю. Вообще без понятия зачем. Может быть, я тут был. Я не знаю. Что это запускает? Угу. Ну да, это рука лифта захватит. И все, и шарик уехал.
А куда? Пойдем ловить. Может, довезет куда-нибудь. Хотя, наверное, это надо вот этой рукой манипулятором бахнуть, да? Давай попробуем. Так. Ну зачем ты ставишь? Теперь надо, по идее, под эту клешню. Я, может, что-то не сделал. Так, это должно работать, но не работает. А может быть, мне вообще на... Да, мне надо на этаж выше, получается. Что-то тут интуитивно понятно, но некоторые загадки, правда. Они нудные. Вот эти пятнашки нудные. Может быть, потому что я их не люблю, поэтому. И вот эти вот с утюгами вылазят. Так. И все, проход открылся по ходу. Пойдем посмотрим, что там. По идее, этот шарик должен меня куда-то увести. Надеюсь, он без остановок будет ехать. Ладно, выходим на первый. Снова несварение желудка. Говорит, сынок, только пальчики не растопыривай, папке больно. Давай куда-нибудь сбегаем, может быть, патроны найдутся. Нет, тут только враги найдутся, по-моему. Вот патроны. Еще немножечко. Давай. Так. А куда мне надо? Большой вопрос. А туда ли мне надо? Я даже забыл уже, откуда пришел. Слушай, нет, по-моему, этот шарик капитально ехал только сюда. Целенаправленно. Пистолетик-то поменять. И зарядить. Так. У нас есть два прохода. Один вот тут. Все, тупик. Теперь второй проход. Там вот монстр какой-то бегает. Или уже не бегает. Ладно. Всё, иди, вали оттуда. Вот опять же, мне вниз идти или направо? Налево. Ну все, тупик. Ладно, мне только вниз.
Тихо. Петушня. Здрасте. Блин, ну почему на этих петухов так много здоровья уходит? Ой, и патронов тоже. Все, я не успел пробежать. Или успел? Ну куда постоим тут? Ничего не произошло. Надо как-то быстро пробежать. Чик-чик-чик. Так, сюда никак. Сюда вставляется пушка. Давай-ка мы еще здесь пройдем. А, это по кругу, да? Ты ходишь не в понятках постоянно. Что творить, хрен его знает. Что так крутишь? Просто, блин, рандомно, я не знаю. Какие-то задания понятны. Какие-то вообще просто не в зуб ногой вообще. Оружие переключим. Я тут был или нет? Нет, наверное. Если вот это, да, это перегородка, а вот вторая перегородка. Эта комната у нас по кругу. Давай сюда. Ну-ка мы ему кушать не будем мешать, бля. Все, тупик. Отлично. Это ваншот. Так. Хорошо. Пройти он не дает. Но я думаю, автосохранение это все-таки где-то было после решетки, наверное. Думаю, они уж понимали то, что у тебя как бы не будет столько здоровья, у тебя не будет столько патронов, чтобы хоть как-то этому кабану ответить. И я ведь прав. Где меня сохранили вообще? В какую сторону идти? Ага. Это меня, получается, восстановили еще до сбора патронов. Я думаю, на этого бегающего, не знаю, кабан это или кто это, я не знаю. Короче, не суть, на эту штуку надо побольше патронов. И убивать ее, скорее всего, надо с дробовика. Я, конечно, попробую пострелять сейчас. Я забыл, куда идти. Да, ну и тебе. Бля, ну... К нему прям это... Вообще не подходить, да? Ну, обижать не получится этих. Давай последнюю лечилку израсходуем, что делать? А чем мне здоровье не добавили, эй? Ну вот. Хоть что-то. Угу. Вот, получается, да, отсюда я пробегал. Здесь мы вставляем пушку. Вот эту. Я думаю, что это или автомат, или дробовик какой-то.
Он использует его как ключ периодически. Пока в запасе только пистолет. Ну, как в лучших традициях survival хорроров. Дробовик — это большая роскошь. Угу. Тут тупик. Так, мы его тут подождем. Мы его оббежим. Хотя... атакует он сразу же. Я, между прочим, вынашиваю паразита. Отвали от меня. Я вроде как даже патроны сэкономил. Ну, теперь-то куда? Право, лево, что, блядь? Бля, ну надо зарядиться. А заряжается у нас товарищ лет 10. Я не успею. Да, покойник. Пошли заново. Зарядка очень много времени занимает. Что же вы у меня все тут появляете-то? Ну, зато прям чик-чик, можно быстро добежать. Уже в курсе, куда идти. У невидения бегать. Ну он очень долго заряжается. Сейчас надо попробовать на петуха ничего не потратить. Блин, но дело-то в том, что... да, он тебя по-любому грызанет. Ты либо 3 патрона потратишь. Либо жизнь еще сверху. А, ну да, точно, мне ж чуть дальше. Турурурун. Турурурун. Интересно, а можно? Нет, сохранить нельзя. Я прям тут сохранился, чтобы все это делать. Манипуляции эти все дебильные заново не делать. Я хоть попадаю в него. Кажется, попадал. Три патрона. Делай, что хочешь. Не, ну это survival, что. Не поспоришь. Так, у нас вот тут тупик. Это очевидно. Знали, помирали. Это что? Сюда пушку втыкать. Давай до конца доползем. Ясно. Сначала сюда загляну.
да, с чего бы тут взяться, чему-то важному. Ну, по звуку ориентироваться пытаешься, ждешь, пока какая-нибудь непонятная живность на тебя выскочит. С учетом того, что у тебя и так одна в брюхе. Так, мужик, ты меня не видел, если что. Кот, поедем. Хочешь налево, хочешь направо. Ну да, тут тупик, очевидно. Кстати, а можно ли эти шарики долбать? Вот так. Нет, ну... Я должен был проверить. Стоять. Это или лифт, или что-то такое. Я должен сначала туда сходить. О, тут 3 пипки, а у меня 2. До свидули. Увидимся при других раскладах. Теперь мне надо вниз. Там будет прокачка ключа. Жаль, прямо отсюда прыгнуть нельзя. Я бы с удовольствием. Так, ну, наверное, ключ-то прокачать нет. Тоже просто так не дадут. Поехали вниз. Как быстро проход появился. Я уже думал, прям долго-долго придется до него идти. Ну, нормально. Так. Что сломалось? Ага. А как вы предлагаете с ним биться, если у меня 3 патрона? Очень интересно. Ну ладно, давай. По кругу мы будем просто от него убегать, я не знаю, пока что-то не произойдет, пока я от него не убегу, наверное. Хотя мы его тут открываем там, но сами прячемся от него. Это странно. Прокачка ключа, но сначала патроны, отлично. Стреляем не в него. Давай, перезарядка. Как он это долго делает. По-моему, даже в оригинальных частях Resident Evil на PS1 они заряжали пистолет всегда быстро. Ну, гораздо быстрее. Тут прям каждый патрон надо отсчитать. Так, теперь мне надо быстро оружие поменять будет. Чё, давай, втыкай штуку свою. А можно вообще, в принципе, патроны сэкономить? Не обращать внимания на этого уродца. И так пробежать. Попробуем. Бля, я забыл, правда, куда идти. Тихо, тихо, тихо. Спокойно себя ведем. Я помню, куда идти теперь. По страху вспомнил. Ну, страх эта игра никакого не вызывает. Недоумение, омерзение, может быть. Иногда красиво. Но больше всего непонятно. Вот. Но страха не вызывает она. Это
Она не пугает. Даже атмосферы. Что это такое? А, здоровье. Давненько не давали, кстати. Побольше уже. Сэкономил где-то. Угу. Ну ладно, мы не будем его тратить. Пока нормально. Ну и мы превращаемся в Грута. Теперь я как дерево. Руки дерева. Сейчас мы туда приедем и будем закругляться на этом. Пока на сегодня хватит. Это же переход в другую локацию. Давай-ка я сбегаю. Ну, тут ожидаемо ничего нет. Может быть тут? Сейчас уже начинаешь патроны искать. Воу-воу-воу-воу. Неплохо так он плюнул у меня. Удачно, я бы сказал. Да, пошел ты. Ну, тут ребята все пляшут, танцуют вокруг тебя. А, я бегу просто напролом. Все равно ничего не понятно. Ну и тут... Да, и тут меня этот кабан убивает. Ладно, пусть добивает. Это надо с точки чекпоинта начинать и аккуратно все внимательно идти обследовать. А то бежать на пролом тут ты не запутаешься просто быстрее. Ладно, будем на этом закругляться. Всем спасибо за просмотр, за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки ставьте, комментарии пишите. Все, всем удачи и пока.